Лена родилась в бедности, в старом, обветшалом доме, который, казалось, хранил в себе всю тяжесть жизни людей, что населяли его. Стены этого здания были покосившимися и треснувшими, словно будто пытались сохранить внутренние страдания своих обитателей, и с каждым годом они становились все более невыносимыми. Полы в доме были старинными и скрипучими. В них образовались щели, сквозь которые зимой пробирался ледяной ветер, словно сам холод стремился наградить жильцов своими капризами, заставляя их страдать и чувствовать себя отверженными. В этом суровом окружении, где царили печаль и отсутствие любви, не было места ни надежде, ни радости. Лена с самого рождения была слепой, и это стало причиной глубокого чувства ненависти ее матери, которая воспринимала это как жестокую шутку судьбы. Грубая реальность жизни заставила женщину чувствовать себя обманутой. Жизнь обманула ее, подарив дочь, которая, по ее мнению, никогда не сможет принести никакой пользы и станет лишь тяжелой обузой, сплошной проблемой. Каждое утро Лена просыпалась в мрачной тишине, где не звучали ни добрые слова, ни смех. Этот мир, в котором она росла, был лишен ярких красок и был наполнен серыми оттенками, как в старых запыленных фотографиях. Ее мать видела в ней лишь обузу, несчастное существо, которое лишь требовало заботы и внимания. И вместо того, чтобы даровать тепло, ласку и заботу, которые каждая мама должна вкладывать в сердце своего ребенка, она лишь угнетала Лене душу, лишая ее возможности испытать радость и счастье. В этой холодной и безрадостной атмосфере Лена никогда не знала, что такое нежность. Ей не рассказывали сказок перед сном, которые могли бы успокоить ее перед сном, и она не чувствовала прикосновений, которые могли бы утешить и даровать уют. Каждый день был похож на предыдущий, погружая ее в бездну печали и одиночества. И Лена начала думать, что так будет всегда, что ее жизнь будет наполнена лишь мраком и тишиной. Даже в детстве Лена с легкостью привыкла к холоду и одиночеству, и эти чувства стали ее постоянными спутниками, словно тени, неотступно следовавшие за ней в каждом ее движении. Ее мир был полон серых оттенков, где единственными звуками, которые она знала, были треск старых половиц под ее ногами, звук дождя, стучащего по крыше, когда природа стонала от тяжелых облаков, и далекий вой ветра, который пробирался в дом, как недовольное привидение, требующее внимания и жалости. Однако однажды, в этот мрачный вечер, все изменилось. Мир Лены перевернулся с ног на голову, когда в их дом вошел незнакомец. Его фигура, окутанная загадкой и непредсказуемостью, привлекла внимание не только Лены, но и ее матери, которая, привычно говорившая с сыном резким и грубым тоном, вдруг начала разговаривать с этим человеком, словно он стал ее последней надеждой на спасение и выход из длительного кризиса. Лена ощутила, как кто-то взял ее за руку и вывел на улицу, в темный, холодный вечер, который предвещал что-то необычное и полностью изменяющее ее жизнь. Она не сопротивлялась. С юных лет ей привили, что требуется лишь подчиняться и не задавать лишних вопросов. Внутренне она чувствовала себя как листок, несущийся по ветру, и не осознавала, что за порогом ее привычного мира ее ждет совершенно новая жизнь, полная возможных знакомств и эмоций. Она не могла понять, что именно происходит. Когда ее усадили в машину, она ощутила запах дорогой кожи и чистоты
Эти ощущения были совершенно чужды ее опостылевшему миру, полному серости и запустения. Лена, осторожно двигаясь и ощупывая близлежащие предметы, попыталась повторно осмыслить, что происходит. Автомобиль привез ее в огромный дом, который был по сравнению с ее предыдущим жилищем просто сказочным и невероятным. Это было просторное здание, где царило уютное тепло, а воздух был наполнен сладким ароматом ванили и свежих цветов, которые так обильно раскинулись в интерьере дома, сильно отличаясь от всего, что она знала. Она шла по длинным коридорам и большим комнатам, ее пальцы скользили по гладким деревянным поверхностям, и вся ее душа наполнилась трепетом. Впервые за всю свою жизнь она ощутила что-то похожее на безопасность и комфорт, чувства, которые ранее были для нее недоступными, и это ощущение поглотило ее целиком, как теплое одеяло в зимнюю стужу. Ночью ее посетили врачи. Они были одеты в белые халаты, и их обувь бесшумно скользила по полу, как будто стремилась не нарушить тишину, царящую в воздухе. Их осторожные руки и спокойные, мягкие голоса не пугали ее. Наоборот, вызывали интерес и множество вопросов. Хотя ощущение неизвестности все же царило в ее голове. Они объяснили ей, что завтра ей сделают операцию на глазах, которые были завуалированы от прекрасного мира, полного красок и таинств. Лена не понимала всей важности этих слов и сути операций, но на сердце у нее зародилось чувство надежды и ожидания будущего. В ее душе постучалась искорка надежды. Возможно, в ее жизни начинается нечто совершенно новое и ранее недоступное, что-то, чего она никогда не ожидала и что может полностью изменить ее существование к лучшему. Операция прошла успешно, и теперь Лена с трудом ждала, когда, наконец, сможет увидеть мир вокруг себя. Период восстановления был полон ожиданий, интриг и нервных волнений. Каждое мгновение, проведенное в больнице, приближало ее к возможной новой жизни, о которой она так долго мечтала и тайно стремилась. Когда она, наконец, проснулась, первые часы после осознания реальности были странными и необычными. Сначала она видела только яркий свет и размытые тени, окружавшие ее в больничной палате. Но даже это было истинным чудом, недосягаемым ранее. С каждым мгновением очертания становились четче, и вскоре перед ней оказался человек, который был готов изменить ее жизнь навсегда. Он был высоким, с добрым лицом и теплыми глазами, которые грели ее сердце, такими, которые внушали уверенность и желание заботиться о ней, поддерживать ее. Лена ощущала, как будто этот человек может прочитать ее душу, понять ее страхи и надежды, которые она хранила глубоко внутри, и казалось, что он обещает ей будущее, полное света и радости. Она смотрела внимательно на него, боясь поверить, что это действительно происходит, что все трудные дни, полные слез и боли, наконец остались позади. Этот человек улыбнулся ей. Его улыбка была первой и самой искренней, которую она увидела за всю свою жизнь. Улыбка была как солнечный луч в ее темном затуманенном мире. В этот момент Лена поняла. Ее жизнь начинает заново, что весь ее прежний опыт и страдания можно оставить позади, и впереди ее ждет новый путь, полный надежды и возможностей, которые она не смела бы даже мечтать ранее. Вот такая невероятная и трогательная история о надежде, любви и новом начале.
Каждое новое утро приносит с собой возможность перемен. И даже в самых трудных обстоятельствах всегда есть место для светлых дней и новых начинаний. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал, ведь впереди еще много интересного, захватывающего и вдохновляющего, что стоит узнать и пережить вместе с нами в этом удивительном путешествии по жизни.